Путин в Китае, Фицу в больнице, в Украине электричество по графику, а Шойгу возвращается к войне. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Путин и Си. Россия соглашается на китайский мирный план. Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы. Украинская делегация в Штатах просит разрешить вести огонь по территории РФ. Если Украина делает собственные КАБы, предположим, навешивает их, например, на F-16 и закидывает на территорию России. Словацкий премьер в тяжелом состоянии, но стабильном. Ситуация действительно серьезная. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте подписываться на наши каналы и не забывайте про кнопку «Супер спасибо». Это тоже очень важно, и так вы можете поддержать нашу работу. Поехали. Путин в Китае. Первый визит кремлевского диктатора после инаугурации состоялся к своему китайскому коллеге. Первый день переговоров проходит максимально формализованно и без особых сюрпризов. Встреча, парады, зачем-то прыгающие дети. Главным результатом, который решили показать народу, стало совместное заявление об углублении отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, как написал об этом ТАСС. Но самое интересное было в оговорках, как обычно. К примеру, Путин сказал, что благодарен Китаю за то, что он выделяет для решения, как он говорит, украинского кризиса. Безусловно, я со своей стороны проинформирую председателя Китайской Народной Республики о ситуации, которая складывается вокруг украинского кризиса. Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы. То есть Россия, в принципе, согласится на мирный план, предложенный Китаем. Может быть, именно это и есть главной целью встречи в целом. Обе стороны согласились с тем, что политическое решение украинского кризиса – это правильное направление. Позиция Китая по этому вопросу была последовательной и четкой. Она включает в себя следование целям и принципам Устава ООН, уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также разумных требований безопасности всех сторон, создание сбалансированной, эффективной и устойчивой новой структуры безопасности. Китай надеется на скорейшее возвращение Европы к миру и стабильности и будет продолжать играть конструктивную роль в этом направлении. Украина имеет право наносить удары по территории России, так говорят теперь в Хельсинкской комиссии США. Это организация, которая создана для мониторинга и поощрения соблюдения Хельсинских соглашений и других обязательств ОБСЕ. В организации говорят, что США должны, цитирую, не только разрешить, но и поощрить, конец цитаты, украинские силы наносить удары по территории России, как минимум по тем войскам и позициям, которые ведут огонь по населенным пунктам на территории Украины. Аналитики Института изучения войны присоединяются к пожеланиям и говорят, что российские войска могут легко наносить удары по территории Украины, а ограничение, введенное США, позволило создать россиянам безопасные укрытия, из которых спокойно действует артиллерия или авиация, которая обстреливает мирные города управляемыми авиабомбами. В таком случае это было бы не наступлением, а обороной со стороны Киева. Украинская делегация тем временем полетела в Вашингтон, чтобы убедить американских чиновников ограничения снять. Но пойдут ли на это в Штатах? Тони Блинкен во время своего визита в Киев повторил еще раз, что Вашингтон не поощряет и не способствует нанесению ударов по территории Украины. Я в это не верю, тем более, что посол в Украине это четко подтвердил, что ничего давать не будет. Но теоретически, возможно, вот такой вот вариант, если Украина делает собственные КАБы, предположим, навешивает их, например, на F-16 и закидывает на территорию России. Вот тут вот теоретически может быть какие-то вещи. Но я не верю в то, что Соединенные Штаты Америки предоставят такую возможность. Это их политика в отношении ядерных государств. Никогда не проверяют. Если есть ядерное государство, то для того, чтобы не увеличивать эскалацию, не давать возможности, давать повода для ядерной эскалации. Представитель украинской делегации в Штатах говорит, что вся проблема в политике Белого дома.
Основная проблема сейчас – это политика Белого дома, направленная на ограничение наших возможностей наносить удары по военным объектам внутри России. Но значит ли это, что со сменой президента сменится и политика Белого дома, и запрет тоже будет снят? Шойгу хоть и отстранили от российской обороны, но он все равно продолжит работать с так называемой спецоперацией. Ну а пока он входит в новую профессию. Но главная задача по-прежнему остается специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов, это, конечно, вооружение, военная техника. И я считаю, что сегодня для нас, для всех, это главная, основная задача. Потому что сейчас, как сказал Верховный главнокомандующий, да, это видно, очевидно, на всех направлениях идет наступление. И идет довольно неплохо. То я надеюсь на то, что и дальше будет такое же движение. Созданы для этого определенные резервы, необходимые резервы. Ну и по людям, и по технике, и по боеприпасам. Так что вот это, наверное, главная задача на сегодняшний день. А так входим в новую профессию. В Украине начались отключения света. Графики гуляют в сети, но и без графиков ситуация довольно напряженная. Сайты главных поставщиков электроэнергии тоже работают со сбоями. Работают с перебоями и уличное освещение, и даже, к примеру, светофоры кое-где. Проблема в том, что в Украине сейчас работают атомные электростанции, но атомные электростанции ими невозможно балансировать систему. А вот балансирующую систему электростанций, они в действительности сильно повреждены. Это угольные электростанции и гидроэлектростанции. Чинить, например, Трипольскую ТЭЦ невозможно сейчас быстро, да, поскольку, во-первых, это угольная электростанция, оборудование советское, либо еще российское, да, откуда его взять? Вот там вот в Литве, например, говорят, у нас есть разобранная ТЭЦ, давайте привезем, это еще советская, да. Это вопрос, нужно ли восстанавливать, потому что когда нет возможности закрыть это все ПВО. И остается открытый вопрос с теплоэлектростанциями же, там главное даже не электричество, а тепло. Почему ситуация стала хуже именно сейчас? Почему Россия решила наносить удары по энергетике не зимой, когда можно было создать максимальный коллапс еще и в отоплении, а ближе к лету, когда нагрузка на сети не такая сильная? Наверное, они не хотели все-таки создавать картинку коллапса зимой, да. Это первое. И второе, не исключено, что начали бить по электростанциям, потому что россияне наконец-то поняли, что Украину им не завоевать. Раньше они не били по теплоэлектростанциям, потому что они были уверены, что все-таки завоюют Украину, и это будет ихнее. А теперь у них есть уже четкое понимание, что Украину они не завоюют. Поэтому хотят сделать ее непригодной для жизни. Роберт Фицо введен в искусственную кому, но состояние его стабилизировалось после покушения, говорит министр обороны Словакии. Врачи весь день боролись за его здоровье. В течение ночи врачам удалось стабилизировать состояние пациента, и в данный момент проводятся дальнейшие процедуры, которые должны быть направлены на улучшение его состояния. Ситуация действительно серьезная. Совет безопасности страны проведет экстренное заседание для того, чтобы понять, как действовать дальше. Директор больницы, в которой находился премьер-министр, говорит, что 2 команды врачей оперировали его на протяжении 5 часов. Во второй половине дня премьер-министр был доставлен на санитарной машине в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Ему была проведена компьютерная томография, после чего его перевезли в операционную, где прошла 5-часовая операция, которую проводили 2 операционные бригады. У пациента хирургического и травматологического отделения были множественные огнестрельные ранения, последствия которых повлияют на его выздоровление. На тот момент его состояние стабилизировалось, но оно действительно очень серьезное, и поэтому он фактически будет находиться в отделении интенсивной терапии на территории больницы общего профиля, где за ним будет ухаживать команда и вся команда врачей, которая ему понадобится.
Напомню, 15 мая словацкий премьер-министр получил огнестрельное ранение в результате покушения на него. Стрелка задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Ему грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного. Обвиняется он в попытке умышленного убийства из мести. Бойца ММА Залимхана Юсупова расстреляли в Махачкале. Издание «Мэш» предполагает, что причиной могло стать его пристрастие к наркотикам. Так, компания молодых людей подошли к нетрезвому бойцу, завязалась перепалка, которая дошла до огнестрела. 29 мая у него должен был состояться бой, но, видимо, теперь он будет перенесен. Белорусских школьников не пускают поступать в заграничные вузы. Фактически некоторым детям не выдают справки о том, что они закончили школу и как именно ее закончили. В справке должно быть указано как минимум, что школа может выдавать аттестаты гособразца, имеет такое право. Но многие сталкиваются с проблемами отказа в выдаче подобного документа. В департаменте образования, к примеру, изданию «Зеркало» ответили, что такого больше не выдают. Скорее всего, это является реакцией на жалобы Лукашенко о том, что лучшие умы уезжают учиться за границу. Теперь эти умы из Беларуси не выпустят. И Министерство образования продолжает встряхивать вузы. І з гордістю носимо, тому що це генетичний код нашої нації. Я дуже люблю традиції в Україні одягати вишиванки. Друзья, я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке и только из-за ваших донатов, спонсорства, из-за того, что вы нажимаете кнопку «Супер спасибо», тем самым поддерживаете нашу работу. Мы и можем делать новые видео, потому что наши видео практически не монетизируются YouTube из-за правил этой платформы. Продолжайте так делать и дальше. Спасибо вам за то, что вы уже сделали. Спасибо вам за лайки, комментарии и не забывайте подписываться на канал. На этом у меня все. До встречи. Хороших вам новостей.